Здравствуйте, мои дорогие. Какие подарки приготовила вам судьба? Смотрим на ближайшее время. Оно бывает у всех, конечно же, разное. Тут от месяца до 3 месяцев. Вот такое время. Подарки судьбы. Какие подарки судьбы вам приготовлены? Так. Так, тут что-то о работе. Причем о работе, которая вам будет очень нравиться. Это может быть встреча с человеком, который вам порекомендует работу, которая вам понравится. Вы знаете, вы даже будете начинать что-то делать в этом направлении. Скорее всего, то, что предложит вам этот человек, вам не просто понравится, но и заразит идеей заработка. Да? То есть тут какой-то проект может начаться. Дальше, если это не работать, то здесь все равно о каком-то перспективном проекте, по каком-то перспективном деле в вашем пространстве появляется информация, вот так, да, будь то действительно человек, который это донесет, либо просто сами найдете. Эта информация вам нужна для построения чего-то очень интересного и важного, вот, и вам, это не просто нравится, это что-то душевное, прекрасное такое, да, какое-то новое начинание ваше. Так, еще смотрим. Что у нас там за вопрос? Какие подарки приготовила вам судьба? Какие же подарки приготовила вам судьба? Дорога. Это интересный подарок. Дорога, которая вам казалась сложной, а может, она и была сложной или будет сложной. Она принесет исполнение желаний. Вот. Смотрим на ближайшее время. Это исполнение желаний, которое вы, наверное, очень хотели получить, это желание, да, то есть то, что вы загадывали, может быть, не знаю, в Новый год, в какие-то праздники, там, на дни рождения, и вы получаете это, я вижу трудную дорогу, да, вы сами это понимаете, которая была все-таки вам освящена высшими силами, вы шли этим сложным путем. Многое, что вам пришлось пережить в этом пути, много. И подарок будет очень ценным тогда от Вселенной. Так, хорошо, давайте же еще посмотрим. Какие подарки приготовила вам судьба? Подарок, который приготовила вам судьба. Так, здесь у нас показывают женщину, которая что-то удерживает, да, тут какое-то удержание. Вот. Удержание женщины, она как третье лицо, что ли. Просто я сейчас смотрю, черная дама выходит, да, и у нас как бы подарок. В общем, тут что-то связано с какой-то черной дамой, которая все-таки будет как-то по-другому к вам относиться, например, да. То есть тут либо налаживание отношений с дамой, с которой были плохие отношения. Она может быть и родной, и не родной. И человеком довольно отдаленным, как-то вам приносящим какие-то совсем неприятные хлопоты, а иногда и проблемы. Легче станет эта ситуация. Так, подарки судьбы. Видите как? Но вы будете воспринимать это как подарок, реально как подарок. Подарки судьбы приготовила вам судьба. Какой подарок приготовила вам судьба еще? Если детки есть, то что-то касается детей. Или же человека, который действительно, может, ему нужна забота. И, возможно, вы заботились об этом человеке. Здесь расстановка сил идет. И получение, вот знаете как, тут так и пишут, что получает либо вы, либо этот человек какой-то документ. Кажется незначительным, но большие перспективы для дальнейшего развития идут. Семья довольна, да, в семье радость. Хороший подарок. Так, хорошо, давайте посмотрим, какие подарки приготовила вам судьба. Еще один подарок. Тут, например, обещание короля. Он его буквально сдержит. Какой-то мужчина сдержит свое обещание. Да, почему-то говорят, что это как подарок, да, то есть мужчина должен так сдерживать обещание, вот вы думаете, а может и нет, но здесь вот идет как подарок, да, он сдержал свое обещание, он сделал. Так, что еще? Тут какое-то заявление
может быть заявление человека. И это заявление он тоже перед всем миром утверждая, перед каким-то, может, коллективом, может, перед вами только, он тут больше как человек такой общественный, он его воплощает в жизнь. Вам от этого просто, как манна небесная с неба сыпется. Тут не о появлении мужчины в вашем жизни, нет, это больше о какой-то выгоде в вашей жизни. Какие подарки приготовила вам судьба? Еще смотрим. Ух ты, вот эта проблема была серьезная. Так, тут не в первых рядах, но где-то все-таки это тоже одно из важных ваших дел. Что-то было неконтрольное вами, да, то есть какие-то хлопоты, которые приносили вам неприятности, они будут выведены на более светлый путь, да, вот тут как идете с человеком, возможно, тут мир с человеком, с которым никак не могли помириться, вот. Но это очень похоже на ту женщину, но тут еще смотрите, закрепление результата. Дальше здесь может быть такая проблема, которую вы точно не могли контролировать. Вот. Эта проблема выходит на более высокий уровень. Легкой дорогой выводит вас Вселенная, подарком буквально давая вам легкий путь решения к сложной задаче в вашей жизни. Не будем говорить даже проблема, перечеркиваем ее. Проблему решает само государство у кого-то, да, либо какая-то фирма, школа, в общем, в здании, государственном здании, да, казенный дом. Или же фирмы какой-то, может, это и частная фирма, просто что какая-то, как раньше говорили, какая-то контора. Решение придет. Идет как подарком. Причем не вы решать будете, а утверждение идет от лица, которое находится вот в казенном доме. Какие подарки приготовила вам еще судьба? Подарки, которые приготовила вам судьба. Так. Здесь беспокойство, либо потеря какой-то большой награды, какого-то большого состояния, суммы, имущества. Она не будет потеряна. Здесь идет работа над тем, чтобы восстановить все. Восстановить все, и действительно так и будет восстановлено. Да? Вот по восьмерочке этот процесс будет выведен не в пятерку мечей, когда потеря полная, а в восьмерку, то есть еще немножко, да, и все будет настроено. То есть вам как подарок Вселенная дает вот эти 8 монет из 10 и говорит, что осталось 2, все будет нормально, сделаем. Вот так она говорит вам, и у вас получится. Какие подарки приготовила вам судьба? Какие подарки приготовила судьба? Так, а здесь на денежной дороге, на деловой дороге вы встречаете человека, который с вами заодно. Давайте посмотрим, для чего встреча. Просто здесь. Ага. Но это все-таки деловое общение, деловое общение, но он вам пригодится, или же здесь человек, который вам как-то поможет в чем-то, и его чистосердечное участие благоволит вашему успеху. Этот человек, да, это все-таки деловая дорога, работа, например, либо бизнес, другие аспекты. Это может быть аспект какого-то другого дела, например, связанного с документами, различными другими процессами. Он вам помогает. Здесь появляется человек, который, видите, как решает сложную задачу. Этот Джокер указывает на то, что вы тут точно не контролировали эту ситуацию. Видите, вы не управляете событиями, манипуляция, магическое воздействие, да, деструктивного характера. Это может быть. Но здесь, в принципе, я вижу, что о магии не говорят, но говорят о том, что какой-то процесс, на который вы не могли никак повлиять. Будет влияние человека, который действительно вам поможет в этом процессе. Вот и хорошо. Какие подарки приготовила вам судьба в ближайшее время? Пардон. Так. Ваши амбиции будут удовлетворены. Вы действительно сможете найти правильных людей, которые вам, может быть, услышат вас, да, как-то поддержат вас или же поучаствуют в ваших амбициозных планах. Ваши амбиции будут удовлетворены, и вы сможете тогда реально двигаться в этом направлении. То есть, что такое вот амбиции удовлетворены?
Это, например, у вас были такие грандиозные какие-то планы, ну или просто какие-то планы. Это смотря, конечно, как вы сейчас себя воспринимаете. Каждый план грандиозен, поверьте. Вот. И здесь говорят, что вы найдете правильное решение, правильных людей, правильную информацию. Но по сути здесь что-то такое, что когда вот прям контракт заключать могут с вами. И вы двигаетесь в этом направлении. Вы понимаете, что это ваше развитие, что это вам необходимо. Слушайте, ни разу не сказали про мужика, который приходит в вашу жизнь. Какие подарки приготовила вам судьба? Какие же подарки приготовила вам судьба? Так, вот тут была проблема. Итак, эта проблема решается с помощью некой встречи. И эту встречу, на этой встрече вы встречаетесь с человеком. Так, стоп. Вы встречаетесь с человеком, да, который вам, я так понимаю, что по крайней мере, ответственно подходит к решению этого сложного вопроса. Вот я вижу просто, тут падение могло быть. Он вас просто подхватывает. Это может быть, кстати, физический какой-то такой момент. Но тут все-таки показывают человека, да, который идет на помощь в трудной ситуации. К вам придет человек в трудной ситуации. Будет вам верным другом на определенный период жизни или же вообще верным другом. Возможно, вам просто человек укажет на то, что у вас вот там, да, возможен провал. Осторожно. И это действительно спасет ситуацию. Какие подарки приготовила вам судьба? Какие подарки приготовила вам судьба? Вот опять говорят про ситуацию, которая, вышла из-под контроля. То есть, когда интуиция перестала работать, вы реально потеряли контроль над ситуацией, но семья участвует в этом. Вам подарком дается решение от человека, который, вам кажется, что он не дал бы это решение, а он дает ответ. Это человек еще как ученик, и вам он как ученик может быть, или как ребенок ваш. Или вы даже не надеялись от него услышать ответ на такой сложный вопрос. Вы знаете, вы получаете то, что вас из этой ситуации, допустим, выведет. Дальше. Здесь могут говорить, что неподконтрольная ситуация могла быть в семье. Вот. То подарком вам дается то, что человек, за которого вы беспокоились, о котором вы пеклись, да, выходит на тот уровень, который вам, вы смотрите и гордитесь. То есть это гордость. Вот так вот. Какие подарки приготовила вам судьба еще? Подарки. Так, кто-то болел. Тут выздоровление, например, идет. Вот идет выздоровление. Причем врачи смотрят и говорят, как? Реально? Вот эти снимки, например. Такого не может быть. Вообще на пустом месте. Вот такое может быть дальше. Либо тут может говорить не о болезни, да, а о какой-то болезненной ситуации. То есть мы переворачиваем на наше видение, да, то есть видение, когда все-таки образное, да, мышление включаем, говорим, что какая-то сложная ситуация, болезненная. И тут, откуда ни возьмись, идет просто, все сходится, все случается, все получается. Тут вы получаете даже больше, чем планировали. Вот. И это на пустом месте, как говорится. Хотя на пустом месте, святое место пусто не бывает. Да? Тут реально вам Боженька положил в руку какой-то шанс, какую-то монетку специальную, да, которая говорит, что это ваш шанс. Вот так. Какие подарки приготовила вам еще судьба? Какие подарки приготовила судьба? Опять показывают проблемную ситуацию. Да сколько, девчонки, проблем, бывает. Все равно, я сейчас делаю видео на подарки, да. Посмотрите, какой красивый расклад идет. Каждая проблема, она решаема, говорит Бог. И только обратись ко мне. Я вкладу в твои мысли, в твою голову правильный ответ, правильное решение. Только, поверь в свои силы, поверь, что ты дитя Божье. Вы можете просто вот это видео даже использовать как, как медитацию легкую, которая вам помогает достигать всего в жизни. Это так и есть. Это есть. Показываю, да, очередной, возможный провал. Да, вы не верите в свои силы. Может быть, говорят об одной ситуации, только разными словами, может быть. Но говорят, что, смотрите, находится решение, находятся люди, находятся лица, уже 300-й раз нам говорят, что какой-то, документ находится, да, вернее, подписывается для того, чтобы вы могли решить эту проблему. И
может быть, даже с помощью какого-то человека, который здесь, участвуя, видите как, он как новичок может быть в этом деле, но очень хорошие дельные советы вам дает. Дальше. Вы можете получить приятные вести по поводу документов, на которые даже уже перестали рассчитывать. Тоже здесь может быть. Вот, то есть тут получение даже этих документов. Какие подарки приготовила вам судьба? Подарок. Так, тут показывает мужчину. Угу. Так. Смотрите, если мужчина меня смотрит, и вы такой вот ответственный по жизни, вы ищете, может, работу, либо что-то в жизни сейчас не заладилось, да, то говорят, что вы выйдете из этой сложной ситуации, но говорят, что чтобы не было какого-то промаха, тут нужно приложить много усилий, да, то есть девяточка, она почти, тоже такая амбициозная карта, и говорит, что нужно искать возможности, искать в себе силы, тренировать свой ум еще больше, да, хотя здесь уже и так показан король пик. Вот, что еще? И у вас все сложится, да, то есть развитие ситуации будет в положительном ключе. Плюс еще верить в себя, верить в высшее. Также, почему это как подарок идет? Тут какое-то лицо. Это может быть человек в форме. Работа по найму. Просто я сейчас вижу карты, да, черного цвета, и у нас подарок, да, подарок будет то, что, смотрите, если женщина смотрит, и она что-то думает о бывшем, и он ее реально осточертел ей, то тут говорят, что проблема какая-то может быть у мужчины. Вот. Проблема — это не как просто проблема, а как бумеранг. Тут идет реальный такой бабах по голове человеку, который мог обидеть вас. Да. Тут просто говорят, что эта обида, она до сих пор могла в жизни женщины остаться, в сердце женщины. Вот если такое только у того, у кого это есть. Если же нет этой ситуации, пропустить. То есть там, бабахнуло конкретно. Причем его окружили много проблем, и выхода практически нет. Вот так. Так, какие подарки приготовила вам еще судьба? Подарки, которые приготовила судьба. Так, вот подарок. Вот подарок. Ага. Знаете как, колода говорит, тут уже на 4 картах, что тебе могу сказать? А все-таки есть подарок. Смотрите, там, где были какие-то кольчелеобразные такие эмоции, отношения, вы выходите в дамки. Вот вы реально говорите, так, я собралась в кучу, я сделала то, что хотела. Вот. Но тут самое интересное, что вы достигли такого уровня, что дальше такая, так, а дальше что? Давайте посмотрим сюда, а дальше что? Вот тут показывают вот эту главную карту. А дальше нужно дерзать к новым целям. Вот так. То есть, как только мы получаем что-то, чтобы не зацикливаться на полученном, необходимо ставить тут же следующую цель. Вот и замечательно. Так, мы, окей, оставим эту карту. Давайте советы от Вселенной, советы от судьбы, от вашей судьбы, да, можно так сказать. Так, получена будет какая-то новая информация, вы можете действительно что-то новое изучать, да. Уединитесь и изучите какую-то важную для себя информацию. Это может быть, это очень часто, кстати, идет, когда человек развивается, то эта информация, она часто поступает в ваше пространство для того, чтобы вы делали следующие шаги уже с большим выбором. Вот. Дальше. Звонок, письмо, новые возможности. То есть так и говорят, что воспользуйся тем, что будет входить в твое пространство. Это может быть сообщение, звонок, новая возможность. Просто информация, которую вы где-то увидели, услышали. Так, давайте еще один совет. Угу. Есть встреча, на которую надо сходить. Вот, почему-то она неприятная. Но вы... Вы точно знаете, что вам Бог поможет, да, вот на этой встрече. То есть нужно пойти. Нужно пойти. Почему? Потому что она принесет вам пользу. Да, принесет пользу. Вот так вот. Причем я вижу, что эта встреча может быть не с одним человеком, а несколько человек. Вот. Опять же, мы смотрим на такой период, когда вы, допустим, в моменте сейчас не знаете, да, что за встреча, если вы не понимаете, о чем, да, то вот на протяжении этого времени ваше подсознание уже уловило эту информацию, и оно выдаст результаты, выдаст правильные
поведение тогда, когда необходимо, да, когда это может случаться. Мои дорогие, я очень благодарна вам за присутствие здесь. Спасибо за ваши лайки, за все комментарии, которые вы пишете. Благодарю вас. Ну, естественно, самых наглых и нехороших людей, которые пишут гадости, мы, конечно, всех баним. Вот. А всех людей, которые на нашей волне, все мы резонируем. Приветствую, мои дорогие, и продолжаем дальше идти к успеху, создавать наши классные комьюнити. Благодарю вас и безмерно благодарна тем людям, которые создают финансовую поддержку для моего канала. И я хочу, чтобы Вселенная вас видела, слышала и дарила в разы больше, чем вы мне.